Бажаю здоров'я. Всем привет. Давно не зустрічався з Андрюхою. Це у нас безпілотники, Black Raven підрозділ, ударні безпілотні апарати, які ми купували 200 дронів від Мотолайф, які вони відпрацювали. Зараз нам Андрюха розповість, що з цими дронами сталося, бо вони вже закінчились, а відео не так багато. Чому? Також він розповість ще кілька історій. От недавно вони були на позиції, і декілька уражень ворога було цікаве. То, Андрюха, розкажи нам, по-перше, що з цими дронами, що ми вам давали, наскільки вони гарні і що їми ви уразили. Для начала хочу поблагодарить каждого, кто принял участие в закупке, в сборе на эти дроны 200, которые нам передавали, которые мы успешно отработали. И хочу рассказать, как они летали, как они уражали технику и так далее. Для начала хочу сказать, что не так много видео с попаданиями, потому что, чтобы было красивое видео, нужно, чтобы было качество видео до конца, связь была хорошая и так далее. На самом деле много было уражень блиндажей, помощь пехоте, потому что там мы влетели в блиндаж, и по перехвату нам потом говорят, там было 2200 или там 1300. То есть эти дроны принесли просто колоссальную пользу, которая помогает и нашей пехоте, потому что их щимят довольно так неслабо. Также недавно, например, пехота обратилась к нашему подразделу, говорят, что там АГС сильно их кроет. Говорит, помогите, там, знищити его. Мы так точно вылетаем, собираем дрон, летим на этот АГС. Первым ударом его повреждаем, не до конца получилось, они говорят, давайте еще раз. Вторым дроном мы попадаем в самую ракушку, и АГСу все, конец. Поэтому так вот и работаем. Технику недавно вылетели, летим по дороге и видим, едут на мотоцикле двое. Мы их догоняем, практически в них попадание, там был осколковый заряд. И, естественно, там сразу будет 2300. Вот, в принципе, недавно вот случай был, это вот последнее как раз видео на канале Black Raven, кто видел, под БМП залезли 3 врага наших, так сказать, и пытались там укрепление какое-то делать, чтобы там, так сказать, точка перебежки ихней и дальше на штурм идти, чтобы. Вот, разведка вылетает, замечает все это. Первым мы ударом залетали под бэху, этого на видео нет. Вот, мы их выкурили оттуда, они вылезли. Далее мы вылетаем, попадаем рядом с орком. Он сразу 200-ится. Затем вылетаем по второму, то же самое. И один из них, который был 300-й, он уже понял, что ну, не вариант там сидеть, залез обратно в укрытие, в эту подбэху. И наш пилот ювелирно залетает между катков, туда вовнутрь, фугасным зарядом, и потом, естественно, уже никто оттуда не вылазит, и все. Все 200. То есть мы уже знешкодили группу штурмовиков, так сказать, которые могли бы идти дальше и кошмарить нашу пехоту. Поэтому эти дроны, 200 штук, принесли огромную пользу. Они очень классные, летят далеко, с хорошим относительно видео, потому что, ну, потому что работает еще рэп, и рэп не слабо бывает глушит, и пилот тоже высокого уровня мастерства, так сказать, да, пролетает с плохой картинкой и максимально точно там проводит уражение цели. Вот. Но некоторые видео, да, не выкладываем, поскольку не совсем разборчиво, что на них. Дальше мы просто по перехватам знаем, что мы там уразили. Там были 300, там были 200. То есть эти дроны принесли колоссальную пользу на фронте. А теперь давайте посмотрим видео некоторых уражень ворога.
Андрій, розкажи нам, які у вас труднощі у роботі, чи якісь нагальні потреби у вас ще є? Взагалі, як ви працюєте, з чим стикаєтесь? Да, не все идет гладко в работе, потому что все-таки работает и вражеский рэп, что, естественно, мешает тоже сигналу время от времени. И также порой погодные условия. То есть все-таки это полет, поэтому погодные условия тоже влияют. Ветер, дождь, снег и так далее. Потреби. Я думаю, больше таких крутых дронов, на которые вы и собирали. Это, реально крутые дроны. Пилот просто летит и кайфует, на самом деле. И в управлении, и в качестве картинки. Вообще шикарно. Ну, ми плануємо якби ще зібрати кошти ще на 200 дронів, саме таких, які далеко летять і уражають ворога на дальній відстані. Але у нас не закритий ще збір загальний 93-ї бригади на квадроцикли, та баги та окопний реп. Саме і баги і потрібні для Black Raven, вони теж туди підуть. То спочатку потрібно закрити цей збір, а потім ми вже будемо з вами збирати кошти на дрони камікадзе для Black Raven. То я усі реквізити залишаю в описі під відео. Це збір на баги, квадроцикли та окопний реп. Давайте його вже доб'ємо і будемо допомагати вже Black Raven. І ви візуально бачите, як працюють ваші гроші на знищення ворога. Так. Да, это на самом деле очень крутые дроны. Да. Таких больше будет вообще огонь. Скажи, чим ви зараз, люди питають, що у вас взагалі нема дронів, якими ви зараз дронами працюєте? Хто вам зараз дає? Есть дроны, называть, да? Ну, називає, що? Есть дроны Рейпомсты, Русорезы. Ну, от Стерненка це. Да. Да. Ну, я казав, що хлопцям дуже багато Стерненка допомагає, то кошти доходять туди, куди потрібно. А що в нас взагалі видають закупки по бюджету там, і так далі? Такі дрони є? Чи суто волонтерські? Не, есть шрайки дают. То есть, в принципе, государство тоже отчасти помогает, просто что мы работаем в таких объемах, что не хватает. Не хватає. То есть вместе, да, в совокупности фонды, вот Андрюха Мотолаев вместе с вами, кто донатит, помогает. В совокупности мы можем выполнять тот объем, который от нас нужно, и работаем на результат. Да. Ну, я гадаю, що ми цей збір закриємо дуже швидко і будемо купувати наші переможні дрони для Black Raven. І ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін – гандон!